Здравствуйте! Этот выпуск я рекомендую посмотреть всем любителям музыки, вне зависимости от того, какому виду и стилю вы отдаете предпочтение. Я думаю, этот выпуск будет интересен и любителям поп-музыки, и джаза, и классической музыки, а также любителям рока всех его разновидностей. Отдохните от привычного и хорошо вам известного. Сегодня я предлагаю вашему вниманию творчество певицы, которая, возможно, сегодня не входит в число и в круг ваших любимых исполнителей. Но, как мы с вами знаем, наши музыкальные предпочтения, если и не изменяются, то увеличиваются, расширяются по мере погружения в мировой музыкальный океан. И я всегда призываю своих друзей не заниматься самоограничением восприятия музыки, а наоборот искать новых, талантливых, интересных исполнителей во всех слоях музыкальной культуры. Сегодня я хочу вам рассказать, а кому-то напомнить о творчестве голландской поп- и джазовой певицы Кэролайн Эсмеральды Вандерлео. Эта певица более всего известна под своим сценическим именем Кара Эмеральд и менее известна под своим новым сценическим именем своего нового проекта The Journal. Но давайте все по порядку. Кэролайн Эсмеральда Вандерлео родилась 26 апреля 1981 года в Амстердаме, Нидерланды. Ее отец голландец, мама с острова Аруба. Кэролайн всегда была лучшей девочкой в классе. Я всегда хотела, чтобы мною гордились. Так это она объясняла. В детстве она очень боялась совершать ошибки. Однако у нее также был период бунтарства. Я хотела восстать против самой себя и непреодолимо тянулась ко всему, что не разрешалось. Курила, пила. Я все это делала, хотя никогда не заходила слишком далеко. Несмотря на этот период, певица никогда не была неуправляемым подростком. У меня не было особых ссор с родителями, и я получала хорошие оценки. Так что я всегда оставалась такой же хорошей девочкой, хотя и с упорством. Кэролайн вспоминала, что первый музыкальный альбом, который ей купили родители, это была кассета с первым альбомом Мадонны. Как-то корреспондент спросил у Кэролайн, а какую музыку она слушала в детстве. Кэролайн призналась, это всегда было для меня неловким вопросом, потому что я чувствовала, что должна была бы сказать что-то о джазе, но я не слушала его в детстве. Но слушала Битлз, Абба, Мадонну, Марайю Кэрри, Нирвану, Фуджис, Байохазард, Ву-Танг Клан. В принципе, это среднестатический путь от поп-музыки к альтернативе. Классическую песню «Dream a Little Dream of Me» певица пела еще в школе в возрасте 11 лет. И именно эта песня заставила ее понять, что она хочет стать певицей. Вандерлео начала обучаться вокалу с 12 лет в своем родном Амстердаме. Ее первые выступления были в составе женской вокальной группы, которой руководил ее же преподаватель вокала. После окончания школы Кэролайн продолжила свое музыкальное обучение, занимаясь джазовым вокалом в Амстердамской консерватории, которую окончила в 2005 году. В 2007 году Кэролайн получила телефонный звонок от продюсеров Дэвида Шрорса и Яна ван Вирингена, которые с канадским автором Винсом де Джорджио только что написали песню для японского поп-исполнителя. Их демо-вокалистка не смогла записать вокал, поэтому они попросили Кэролайн записать демо для их новой песни. Как для бывшей певицы свадебных песен, вокалистки кавер-группы Motown и преподавателя вокала, это было интересным предложением для Кэролайн. Песня была основана на хип-хоп-бите, созданном Робином Вельдманом и Яном ван Вирингеном. Робин Вельдман создал оригинальный бит для песни Back It Up, работая в своей крутой студии со старыми синтезаторами. Кэролайн прекрасно справилась со своей вокальной партией. История Кэролайн и Back It Up – это та самая редко счастливая случайность, когда певица и песня встречаются и идеально дополняют друг друга. Записанное демо песни отправили различным издателям и лейблам, но интереса к ней проявлено не было.
Но песня так понравилась Кэролайн, что она добавила ее в свой репертуар для концертных выступлений, а год спустя уже исполнила Back It Up на местном телеканале в Амстердаме и сразу же получила большой успех у зрителей. Малобюджетное видео на ютубе имело такой же ошеломляющий отклик со стороны зрителей, желающих узнать, а где они могут купить эту песню. Когда демо попало в интернет, песня стала известной, ее начали транслировать радиостанции. Продюсер Ян Ван Виринген и авторы песни, увидев широкий интерес публики к песне, начали работу над созданием концептуального студийного альбома, где в качестве вокалистки должна была выступить Кэролайн Вандерлеу. Музыкальный материал для альбома решили построить на миксе из песни Back It Up, джаза 40-х годов, джаза 50-х годов, легкой музыки и оркестровой латинской музыки. Также авторы были вдохновлены фильмами 40-х и 50-х годов. Результатом их работы стала захватывающая и чрезвычайно приятная коллекция из 12 оригинальных песен. В альбоме были представлены бальный джаз, кинематографическая танго, зажигательные джазовые треки и заразительная мамба, которые звучали так, как будто они были записаны в 1951 году в самых известных студиях звукозаписи Голливуда. Авторы использовали подход, основанный на сэмплах, но с живой инструментальной частью, с оглядкой на работы джазового органиста Джеки Дэвиса, композитора экзотической музыки Мартина Денни, короля мамба Переса Прада. И все это было украшено вокальным вдохновлением Кэролайн Вандерлеу, работами сестер Эндрюс, Билли Холидей и Сары Вон. Свое сценическое имя певица практически сформировала из своего полного имени – Кэролайн Эсмеральда, Кара Эмеральд. Приступив к работе над альбомом, Шрёрс и Де Джорджио по должностным обязанностям стали называться креативными директорами. Обычно они свою творческую работу строили так. Шрёрс создавал идеи и фонограммы, затем он предлагал их ведущему автору и поэту-песеннику Де Джорджио для написания песен. Кэролайн и Ян Ван Виринген также были соавторами нескольких песен для альбома. Звукозаписывающие компании по-прежнему не проявляли интереса к выпуску создаваемого альбома. В результате Шрёрс и Ян Ван Виринген основали свой собственный лейбл под названием Grand Mono. Песня Back It Up была выпущена в качестве дебютного сингла 6 июля 2009 года. Песня стала популярной и попала в ротацию на радио и продержалась в голландском топ-40 в течение 12 недель, достигнув пика на 12 месте. Она стала самой проигрываемой песней на 3FM в 2009 году. Песня Back It Up – это соблазнительный душевный трек, демонстрирующий вокальную универсальность певицы, а также кинематографическое качество ее голоса. Основываясь на потрясающей реакции на дебютный сингл Back It Up, лирические истории в исполнении Кары Эмеральд о романтике и обмане на фоне смеси самбы, джаза, боссановы и мамба быстро увеличивали количество поклонников Эмеральд. Почти сразу после выпуска сингла Back It Up Кара Эмеральд стала объектом внимания многих звукозаписывающих лейблов за пределами Голландии. И новообразованная компания Grand Mono Records подписывала лицензионное соглашение на выпуск песен Кара Эмеральд со звукозаписывающими компаниями во Франции, Швейцарии, Скандинавии, Италии, Германии, Австрии и Восточной Европе, а также Великобритании, Ирландии, Испании, Португалии, Греции и Южной Африке. Трек Back It Up занял первое место в чартах iTunes по всей Европе, от Италии до Македонии. Дебютный альбом Emerald под названием Deleted Scenes from the Cutting Room Floor, что в переводе означает «удаленные сцены из монтажной комнаты», был выпущен 28 января 2010 года в Нидерландах лейблом Grand Mono. Песни альбома – это своего рода маленькие истории из фильмов, которые дают волю вашему воображению. Фрагменты киноленты вырезались в так называемой монтажной комнате, где удаленные куски ленты и, следовательно, неиспользованные сцены на этих кусках падали на пол монтажной комнаты. Вот откуда и название альбома Deleted Scenes from the Cutting Room Floor. Это как если бы вы брали сцену, которая не была использована в фильме, но вы могли бы ее использовать в клипе. Этот альбом полон песен о танцах, флирте и декларациях независимости. Это звуки вечеринки, которая начинается поздно и продолжается до восхода солнца. Каждая песня имеет индивидуальный синопсис, написанный Де Джорджио и добавленный в качестве примечаний к обложке альбома. Проникновенный вокал Эмеральд придает классическому американскому звучанию современный блеск, а выразительные тексты дополняют общее впечатление.
Мы с продюсерами сразу поняли, что смесь моего голоса и звучания 40-х и 50-х годов была практически идеальной, говорила Кара. Diluted Sense from the Cutting Room Floor – это сборник песен, выдержанных в джазово-свинговой эстетике. Причем более быстрые песни в значительной степени заимствованы из Диксиленда, а более медленные больше склоняются к кул-джазу и даже к музыке в стиле лаунж. Все так же приправлено современной электропоп-инструментацией и даже некоторыми эффектами, такими как скретчи. Альбом довольно последователен на всем своем протяжении с богатством стилей и регистров. Лирические темы этого альбома обычно соответствуют мюзиклу, и это еще больше отражено в музыкальных клипах. Все напоминает нам о первой половине прошлого века. Эмеральд сосредотачивается на интерпретации песен, а не просто на попадании в ноты. К примеру, Кара в образе подружки гангстера. Она поет о казино, о неудачной влюбленности. Такое впечатление, что большинство песен альбома не чувствовали бы себя неуместными в одном из фильмов Тарантино. Кара Эмеральд, исполняя вокальные партии альбома, прекрасно справлялась с реализацией ее сценического образа. Гармоничное сочетание вокала и исполняемого ею песенного материала впечатляет. Хотя впоследствии Кара Эмеральд вспоминала, что иногда ей это все давалось с трудом из-за несоответствия ее внутреннего состояния с демонстрируемым ею же сценическим образом. Кара – классически обученная вокалистка, впечатляющая, крепкая фронтвумен, эмоциональная певица с красивым тембром голоса и умением удерживать внимание публики. Нет сомнений, что у нее оригинальный и уникальный талант. Песня Just One Dance – это чисто танцевальный поп с примесью джаза. Треки The Lipstick on His Collar и The Other Woman черпают вдохновение из работ Эми Уайнхаус и Portishead. Второй сингл альбома A Night Like This был выпущен в декабре 2009 года. Песня была написана Дэвидом Шрёрсом и Винсом де Джорджо. Шрёрс рассказывал, что он создал трек A Night Like This, пока де Джорджо паковал чемоданы, чтобы уехать в свой родной город Торонто. А затем они посидели час и выдали песню. Текст песни основан на конкретной сцене из фильма о Бонде 1967 года «Казино Рояль». Песня A Night Like This была аранжирована Шрёрсом и спродюсирована им же и Яном Ван Верингеном. На эту песню был снят видеоклип. Песня была использована в нескольких популярных телесериалах и в рекламных кампаниях всемирно известных брендов. Трек пробыл в голландских чартах в течение 26 недель, достигнув первого места в январе 2010 года. Это была самая популярная песня в Нидерландах в 2010 году. Кинематографическое звучание материала альбома привело к частому использованию его песен в сериалах, фильмах и рекламе известных брендов. Благодаря своему исключительному успеху альбом был включен в эпизод голландской версии Classic Albums в апреле 2012 года. Песню Riviera Live Кара выпустила в качестве сингла, исполнив ее дуэтом с лидером Blue Beaters Джулиано Пальмой. Это идеальная песня для лета. При ее написании мы вдохновлялись великолепной Грейс Келли, объяснила Кара. Нас особенно вдохновила сцена из фильма «Поймать вора», шедевра Хичкока. Какая девушка не хотела бы насладиться поездкой, подобной той, которую совершают Грейс Келли и Кэрри Грант в фильме? Дебютный альбом занял первое место в чартах альбомов и оставался там в течение нескольких недель. К августу 2010 года альбом был на первом месте в течение 27 недель, побив рекорд альбома «Триллер» Майкла Джексона, который провел 26 недель на первом месте в 1983 году. Потом альбом Эмеральд вернулся на первое место голландского чарта, проведя в общей сложности 30 непоследовательных недель на первом месте. Кара рассказывала по этому поводу. «Я внезапно поняла, что творю историю, и что я была совершенно уникальна в том, чего я достигла. Теперь, оглядываясь назад, я все еще нахожу совершенно невероятным, что я потрясла землю в том году. Если посмотреть на голландскую музыкальную индустрию, то все, чего я добилась, было колоссальным. Этого никогда не было раньше и, вероятно, никогда больше не будет. Вот как я смотрю на это сейчас, и я чувствую себя полностью благословенной, хотя и никогда не чувствовала, что могу конкурировать с королем поп-музыки Майклом Джексоном. Ну да,
Это определенно приятно. Дебютный альбом певицы достиг в Нидерландах статуса четырежды платинового в ноябре 2010 года. Альбом был удален из голландских чартов после 104 недель из-за правила, согласно которому альбомы не могут находиться в чартах более 2 лет. После повторного входа альбом поднялся на 8 место. Когда я начинала в музыкальной индустрии, я ничего не знала о коммерческой музыкальной индустрии, рассказывала Кара. Поэтому этот первоначальный всплеск успеха альбома звучал безумно. Певица вспоминает, что это было как шторм. Ее надежда на 30 тысяч экземпляров общих продаж альбома вскоре рухнула, когда магазины начали продавать по 10 тысяч экземпляров в неделю. Продажи продолжали расти. Люди говорили мне, это невероятно. И я подумала, ладно, как скажете. «Мы куча счастливчиков», — говорил Дэвид Шрёрс, размышляя об успехе, которого он и сопродюсер Ян Ван Веринген добились с Карой Эмеральд. Ян и я были разочарованы продюсерами, работающими дома в течение многих лет. Никто не хочет быть продюсером, которому скоро исполнится 40 и у которого никогда не было хита. Лучше продолжать делать музыку, которую ты любишь, и смириться с тем, что ты никогда не заработаешь на этом денег. Вся сцена переполнена людьми, которые отчаянно хотят иметь хит, и мы оторвались от этого, делая именно то, что хотели. Все вокруг нас думали, что мы сошли с ума, потому что у нас ничего не было. Не было известного исполнителя, бюджета или звукозаписывающей компании, а мы работали так, как будто это был новый саундтрек к Джеймсу Бонду. Вот настолько серьезными и фанатичными мы были. «Нам очень нравятся старые записи и музыка из фильмов», – продолжал Дэвид. «Они звучат так богато, но мы хотели держаться подальше от подражания. Даже с нашими ограниченными ресурсами мы хотели убедиться, что наша продукция звучит по-своему. Это было похоже на пару алхимиков, ищущих золото. Не обязательно для того, чтобы разбогатеть, но чтобы сделать то, что нам действительно нравится. Поэтому работали по 20 часов в день. Мы спали пару часов в день, затем возвращались к треку и меняли то или иное. Иногда треки возвращались с мастеринга, и мы снова корректировали микс. Мы были убеждены, что мы делаем отличное демо, и возможно даже отличную пластинку. Вот как мы подошли к первому альбому. В 2011 году альбом Deleted Scenes from the Cutting Room Floor был выпущен по всей Европе с большим коммерческим успехом. Он стал хитом в Великобритании, получив там платиновый статус и проведя 8 недель в топ-10, достигнув 4 места. В Германии альбом также стал платиновым. В Европе было продано почти 1,5 миллиона экземпляров альбома. В январе 2011 года Кара Эмеральд получила звание «Лучший голландский поп-исполнитель 2010 года». Кстати, она получила также несколько других музыкальных наград. В 2011 году на голосовых связках Caroline обнаружили полип. После этого полипа я и моя команда стали осторожны, на самом деле даже слишком осторожны. Мы установили очень строгие правила: никогда не делать много выступлений подряд, уделять больше внимания отдыху, сну, учитывая, сколько стресса я испытываю за день, рассказывала певица. Как-то на вопрос журналиста, какую музыку любит слушать певица, Caroline ответила, что она большой поклонник вокальной музыки в общем. «Я слушаю все, что находится между джазом и поп-музыкой, соулом, фанком, старым соулом, новым соулом и R&B. Я слушала много разной музыки, потому что я также изучала музыку. Думаю, люди, которые сильно на меня повлияли, это певцы старой школы, такие как Фрэнк Синатра, Билли Холидей, Элла Фицджеральд, Луи Армстронг и Лайонел Вашингтон. Мне также нравятся Нина Симон и Дасти Спрингфилд. Я также много слушаю соул-музыку, такую как у Ареты Франклин и Стиви Уандера. Мне очень нравится современный R&B, такой как у Рианы и Бейонсе. Мне также нравятся поп-исполнители, такие как Эми Уайнхаус и Лана Дель Рей. Я могу найти вдохновение во всем. Но если бы мне пришлось назвать одного человека, который владеет полным пакетом достоинств, это была бы Эми Уайнхаус. Я очень люблю джаз, фанк и поп-музыку, и она идеальное сочетание всего. Она ответ джазовой стороне поп-музыки. Когда она вышла, она создала новый путь для джазовых музыкантов, для коммерческой аудитории. Ее тексты действительно глубокие, ее голос грубый, но ее легко слушать. Кара Эмеральд также говорила, что она хотела бы поработать вместе с Ланой Дель Рей, и что ей очень нравится голос Адель, и она также хотела бы спеть вместе с ней. Также Кара Эмеральд заявила, что она мечтает спеть следующую тему в очередном фильме о Джеймсе Бонде. Певица призналась, что ей особенно нравится выступать с концертами в Великобритании.
где, как ей кажется, самая качественная музыка в мире. Кэролайн выступала в Великобритании в театре BBC Radio. Выступление транслировалось на BBC Radio 2 и BBC Red Button. Менеджер по мероприятиям Radio 2 Рон Столти говорил о Кэролайн: «Кара – отличный пример того, насколько успешной может быть голландская музыка за рубежом. Она великолепная певица и настоящий посол своей страны». Певица много времени провела в продолжительных концертных турах на разных континентах. Но особое впечатление на певицу произвели ее выступления в Королевском Альберт-Холле в Лондоне. Там она впервые заплакала на сцене. Эмеральд объясняла: «Вы должны понимать, что для всех Королевский Альберт-Холл – это совершенно особенное место. И для меня, голландской девушки, пробившейся в мир, вся Голландия наблюдала за мной и думала: ух ты, никто никогда не достигал этого до нее. Люди даже не могли вспомнить ни одного другого голландца, который бы это сделал. Возможно, они существовали, но никто о них не знал. Поэтому для меня было таким большим событием выступать там. У меня было много голландских поклонников, которые приехали туда, чтобы испытать это вместе со мной. Так что для меня это был волшебный вечер». Но как-то Эмеральд рассказала, что ее раздражает растущая тенденция среди зрителей в зале проводить весь вечер, смотря и одновременно снимая ее шоу через свой iPhone. Она говорила: «Если это делают 10 или 20 зрителей, это нормально. Но если больше половины, то это становится очень, очень раздражающим. Должна сказать, что мои зрители очень милые, они не делают этого слишком часто». Певица говорила, что на сцене она чувствует себя дивой, может быть высокомерной, может быть властной. Она становится лидером. Но за сценой эти ощущения бесследно улетучиваются. За кулисами после шоу нет никаких звездных истерик или вторжений фанатов. Как объясняла певица: «Я думаю, что концертные выступления – это лучший повод надеть вещи, которые я обычно не ношу на улице. Мой концертный стиль классический и женственный. Это мое большое хобби – покупать новые наряды для сцены и смотреть, что я могу с ними сделать». Эмеральд старается излучать чувственность во время выступлений, но совершенно не считает себя сексуальной киской. «Во мне есть что-то недостижимое», – объясняет она. «Мужчины не подходят ко мне в пабе быстро. У меня всегда так было. С тех пор, как Эмеральда прославилась как певица, флирта в ее жизни становилось все меньше и меньше. Меньше спонтанных разговоров в пабе. Я люблю флиртовать», – говорила певица. «Как женщина ты просто хочешь знать, находишься ли ты среди тех, кто вызывает интерес. А я понятия не имею, так ли это. Иногда я получаю предложение руки и сердца на Фейсбуке, но не отношусь к этому серьезно. Это такой вид обожания». Как-то певица призналась, что ей нравится смотреть и на женщин. «Я люблю все красивое, включая женщин», — говорила она. «Женственность прекрасна. То, как ты двигаешься, изгибы. Женщины всегда прикладывают много усилий к своему внешнему виду. Не то чтобы мужчины этого не делали, но в силу культуры общества женщины имеют право полностью наряжаться. Мне нравится видеть, как другие обращаются с одеждой и как она влияет на их идентичность». На вопрос журналиста, какие дизайнеры в моде ей нравятся, Кэролайн ответила, что на сцене она использует работы таких дизайнеров одежды, как Ян Болео, он один из ее любимых. Также ей нравится лейбл Stop Starring из Лос-Анджелеса. Кара добавила: «Я люблю Луи Виттон. На самом деле дело не в сумках. Всякий раз, когда я вижу фотосессии их коллекций, я всегда влюбляюсь в них. Это не только одежда, это все, атмосфера вокруг этого. Это то, как они представляют все это на фотографиях. Это стиль компании».